Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и располагаются на главной странице канала. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот интересными ниточками, с новым узорчиком. Не забывайте, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую беру я. Так? То есть ваши ниточки могут быть любые, летние, демисезонные, зимние. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми работаю сегодня. Ниточки секционного окрашивания. В любом случае, всегда секционного окрашивания ниточки хорошо смотрятся, когда вы вяжете лицевой гладью спицами. Но нам, крючковязам, тоже хочется попробовать. Так? Особенно интересно, когда происходит смена цвета ниточки. Итак, смотрим новички. Alize Angora Gold называется. И здесь в дополнении в названии идет всегда батик. Видите? Angora Gold батик. Цвет, если кому понравился, 62,97. Видите, он такой и розовый, и нежно-розовый, и переходящий в серый, в коричневый. Ну, такой вот своеобразный цвет. Итак, моточек в 100 граммах находится 550 метров. По составу это, смотрите, 80% акрил, 20% это шерсть. И, смотрите, крючок нам советуют производители брать от 2 до 4. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому я беру крючок номер 3. Так? Вы берете свою пряжу, точно так же читаете аннотацию к своей пряже. Согласно рекомендациям производителя подбираете крючок, ну и своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, ниточку из моточка вы можете брать как из середины моточка, да, так и снаружи. В зависимости от того, какой вам необходим цвет. Особенно это касается секционного окрашивания. Да? То есть в данном случае я беру из серединки. У нас будет розовая ниточка, аккуратно, плавно переходящая в коричневый цвет и так далее. Посмотрим, как она будет у нас переходить. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прилагаю. Схемка совсем несложная. По схемке раппорт узорчика равняется аж 21 воздушная петелька. То есть большой раппорт. Но мы с вами наберем, так скажем, 1,5 раппорта. Всего лишь 35 воздушных петелек. Ровно столько, сколько показано на схемке. Угу. Ну а если вам будет необходимо, просто пересчитаете больше, если вам необходимо будет больше. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька идет фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я буду набирать 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, делаем вспомогательный ряд, особенно новички. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Несложно, да? И ваша задача вот так вот нырять в каждую петельку цепочки и провязывать столбики с накидом. Вы можете провязывать столбики без накида, вы можете провязывать полустолбики с накидом, да? В разных узорчиках я бывает по-разному показываю. Самая главная задача новичкам: провяжите столбики, вам будет проще и легче, потому что в воздушных петельках вы поначалу можете просто-напросто запутаться, а в столбиках вы не запутаетесь. И ваша задача весь ряд вот так вот провязать столбиками. Сами себя контролируйте. Количество столбиков получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть в моем случае я набрала 35 воздушных петелек. Значит, у меня должно получиться 35 столбиков с накидом. Несложно. Не забывайте, что когда вы будете считать столбики, то вот эти первые 3 петельки посчитайте за столбик. Это имитация столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда
а в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Цвет меняется очень интересно, да? Итак, приступаем непосредственно к узорчику. Схемка перед вами, повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Столбик мы пропускаем один и в следующий столбик ныряем в верхушечку и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. В следующий столбик точно так же провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. И следующие 2 столбика провязываем тоже столбиками с накидом. Раз. И следующий 2. И у нас получается с вами вот такая вот первоначальная картина. Идем дальше. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик с накидом. Раз. Потом столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять точно так же. Следующие 2 столбика провязываем столбиками с накидом. То есть такая вот у нас получается как бы конструкция, не сильно веерочек, да, но что-то похожее начинает появляться. Вот видите? Вот, несложно. Идем дальше. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в шестой аж ныряем, провязываем столбик с накидом. Видите, как удобно по столбикам шагать, да? По воздушным петелькам можно запутаться первоначально. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем точно так же 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в шестой провязываем столбик с накидом. Раз. В следующий столбик столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять наши 2 следующих столбика провязываем по столбикам с накидом. Раз столбик и в следующий 2 столбика. То есть мы повторяем с вами то, что провязывали в начале ряда. Понятно, да? То есть провязали до, получается, столбика, а теперь зеркально наоборот. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. Раз. В следующий столбик столбик с накидом 2. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И получается провязываем точно так же следующие 2 столбика. Раз, два. Столбиками с накидом. Раз. Столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Накид. Один столбик мы пропускаем. И там, где у нас 3 петельки подъема, да, имитация столбика, в третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Вот. По итогу получается такая картина. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно. В арочку, вот там, где у нас были 2 воздушные петельки, мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Сюда же опять провязываем столбик с накидом 2. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. И ныряем в эту же арочку и провязываем 2 столбика с накидом. То есть мы повторяем предыдущий ряд. Единственное, что мы провязываем наши столбики непосредственно вот в арочку, которую мы сделали из 2 воздушных петелек. И сюда же второй столбик. И тут у нас уже получается полноценный веерочек. Видите, да? Вот. Далее, смотрите, точно так же перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом раз, накид. Сюда же опять нырнули в арочку, столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять возвращаемся в эту же арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Вот, и у нас получается 2 вот таких вот веерочка. Несложно, да? Идем дальше. Теперь смотрите. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три.
И смотрите, вот у нас большая была арочка, состоящая из 4 воздушных петелек. Мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгиваем в следующую арочку из 4 воздушных петелек и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот у нас опять наши арочки с веерочками. Мы здесь провязываем 2 веерочка. Точно так же, как мы провязывали вот в начале ряда. Понятно? Давайте самостоятельно провяжите 2 веерочка. Вот здесь вот в эти арочки. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот что у нас получилось. Над веерочками веерочки, да. А здесь, получается, у нас были 2 большие арочки. И стали 3 вот такие вот небольшие арочки. Итак, как мы заканчиваем ряд? После последнего веерочка накид. Там, где у нас были 3 петельки подъемом предыдущего ряда, в третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, над веерочками будем провязывать точно такие же веерочки. Здесь вообще ничего сложного. Итак, нырнули в первую арочку и провязываем столбик с накидом. Раз. Нырнули еще раз. Столбик с накидом. Два. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же вернулись и провязали еще 2 столбика с накидом. То есть у нас сформировался еще один веерочек. Вот, поняли? Видите, несложно. И точно так же сразу же накид и в следующую арочку мы ныряем в следующий веерочек и над ним провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же столбик с накидом раз. И столбик с накидом 2. Все, над веерочками веерочки. Ничего сложного. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И помните, у нас в предыдущем ряду, получается, были 3 арочки. Раз, два, три. Так вот, мы в центральную арочку беремся, видите, вот так вот. И провязываем в эту арочку столбик с накидом. Вот, несложно. Видите? 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И перепрыгиваем опять в следующую арочку и провязываем точно такой же веерочек. То есть здесь вы справитесь самостоятельно. Здесь у вас веерочек будет, здесь веерочек будет. И я вас встречу. Договорились? Не сложно? Совсем не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Веерочки провязали. Все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и все предыдущие. То есть в третью петельку подъема мы провязываем столбик с накидом. Все, и на этом наш ряд закончен. Далее смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И тут будьте внимательны. Сейчас мы сделаем еще 4 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три, 4. То есть у нас здесь получается аж 7 воздушных петель. Теперь смотрите, мы перепрыгиваем полностью наш веерочек, полностью накид. И между веерочками вот ныряем и провязываем столбик с накидом. Угу. Схемка перед вами, видите, да? Идем дальше. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Теперь смотрите, наша с вами задача перепрыгнуть опять веерочек. И там, где у вас были, получается, 4 воздушные петельки, смотрите, что мы делаем. Накид. Вы можете нырять непосредственно вот так вот в арочку, да, провязывать веерочек. А можете провязывать непосредственно в петельку. Так будет, думаю, что более аккуратно. Но смотрите, если получается, провязывайте. Нет, не ломайте глаза, провязывайте в арочку. Итак, в первую петельку столбик с накидом раз. Во вторую петельку столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И в следующую петельку, в третью петельку столбик с накидом раз. И в четвертую воздушную петельку столбик с накидом 2. Получается более аккуратно, видите? Но вы можете попробовать и так, и так. Более медленно, но более аккуратно. То есть мы с вами провязали вот эти вот первые, получается, наши столбики. Поняли? Идем дальше. Накид. Пропускаем столбик. Вот следующие наши 4 петельки. Мы точно так же в каждую петельку провязываем по одному столбику.
столбик с накидом 1, в следующую петельку столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки 1, 2 и в третью петельку столбик с накидом 1 и в четвертую петельку столбик с накидом 2. Поняли, да? Вот. Вот такая вот картина получается. Далее 4 воздушные петельки 1, 2, 3, 4. Пропускаем веерочек. Вот между веерочками нырнули, провязали столбик с накидом. 4 воздушные петельки 1, 2, 3, 4. И опять веерочек перепрыгнули и в третью петельку подъема провязали столбик с накидом. То есть мы с вами повторили самый-самый первый ряд, просто у нас смещен в шахматном порядке. Угу. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь по узорчику, помните, да, мы делали 3 маленькие арочки. Делаем 3 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3. Итого 6 воздушных петелек. Поняли, да? Итак, в арочку в большую нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И получается в веерочке провязываем веерочки. Столбик с накидом 1. Здесь я не останавливаюсь, да? Столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять сюда же в арочку столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Сразу же перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки и опять столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Угу. Вот. Точно так же, как у нас был второй ряд провязан. И опять провязываем 3 воздушные петельки. В арочку нырнули столбик без накида. 3 воздушные петельки. В следующую арочку нырнули столбик без накида. 3 воздушные петельки. И тут внимательно, да? Помните, мы здесь делали, получается, 7 воздушных петелек. Отсчитываем 3 петельки подъема. И вот в третью петельку провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Понятно? Все то же самое, как мы провязали во втором ряду. Просто точно так же немножко смещаем. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 4 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3, 4. Итого 7 воздушных петелек. Накид. И вот в центральную, получается, из 3 арочек, да, в центральную вот эту арочку нырнули, провязали столбик с накидом. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И наша с вами задача точно так же сейчас провязать вот в наш веерочек веерочек. И провязываем точно так же накид. Столбик с накидом 1, веерочек в арочку, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Сразу же перепрыгиваем в следующий веерочек и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки и опять столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Все то же самое, что мы провязывали с вами в третьем ряду нашего узорчика. Угу. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И беремся вот за центральную, получается, нашу арочку маленькую. И провязываем в нее столбик с накидом. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять же здесь внимательно. То есть мы здесь сделали 3 петельки подъема, да? И ваша задача посчитать третью петельку аккуратненько. 1, 2, 3. Вот в третью петельку провязываем столбик с накидом. Все, мы точь-в-точь повторили наш вертикальный раппорт, да, 3 рядочка, 1, 2, 3. Просто сместили 1, 2, 3. Идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И помните, да, то получается мы с вами будем провязывать точь-в-точь как первый ряд. И наши 4 столбика вот будут в наши 4 петельки. Итак, аккуратненько беремся за 4 петельки. Столбик с накидом 1. Во вторую петельку столбик с накидом 2.
2 воздушные петельки и в третий, получается, петельку столбик с накидом 1 и в четвертую столбик с накидом 2. Все, поняли? То есть наша с вами задача повторить точь-в-точь самый первый ряд. То есть вы сейчас сразу же приступаете, провязываете столбики с накидом, формируя будущие веерочки. 1, во второй 2, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. И все. И опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И шагаем вот между веерочками и провязываем столбик с накидом. То есть точь-в-точь, как самый первый ряд. Поняли, да? Вертикальный раппорт узорчика 3 ряда. Потом сместили, опять 3 ряда. И получается, через 6 рядов вы начинаете повторять самый-самый первый ряд. Очень все просто. Схемка перед вами. Давайте еще немножко увеличим, да, наш образец. Посмотрим всю прелесть узорчика. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая интересная интерпретация из моей пряжи данного узорчика. По идее, как я понимаю, здесь получается как бы как цветочки, да? То есть это получается сердцевинка и лепесточки, да? Как вы думаете? Либо наоборот, акцент делается на такие вот как бы столбики из веерочков. То есть напишите в комментариях, что вам больше бросается в глаза. Узорчик у нас получается двусторонним. Выбираете любую сторону, такая сторона у вас будет лицевой. Ну, конечно, возможно, из данных ниточек это палантинчик, это, возможно, интересный, оригинальный, длинный, возможно, в пол кардиган, да, именно интересно, что будет под, так скажем, данным образцом. И для контраста какое-либо изделие, то будет, конечно, интересно смотреться. Не обязательно это должна быть секционная пряжа, это может быть одноцветная пряжа, это может быть летняя пряжа, это может быть летние изделия, топики, маечки, да, вот такие вот дырчатые. Это могут быть шарфики, это могут быть из толстых ниточек снудики, а почему бы и нет. Ну, естественно, не забывайте, что вы узорчик можете поворачивать, узорчик можете разворачивать, то есть как вы видите, так и узорчик и будет лежать. Угу. Вот пробуйте из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я, одноцветная, многоцветная, меланжевая, это может быть секционная, то есть любой другой окраски. Естественно, когда изделие будет шире, да, то получается цвета будут ложиться совсем по-другому. Ну, в любом случае, пишите свои комментарии, будет очень интересно почитать. Узорчик в моем случае вот так вот не тянется. Вот так вот он, конечно, тянется. Давайте замерим красоту, какая у меня получилась красота. Не забывайте, что если это будет палантинчик, то вы по бокам дополнительно делаете еще столбики, да, кромочные. Там 3, 5, 7, 10, чтобы у вас как бы рамочка такая была. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня сегодня это получается, ну, приблизительно около 15 сантиметров, плюс-минус. Так? И тут получается очень легко посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И первоначальный ряд 13. И закончила я тоже столбиками с накидом 14. Вяжется очень-очень просто и очень быстро и легко. Ну, практически тоже 15 сантиметров, так скажем, 14-14 с хвостиком. Как вам? Узорчик не новый, узорчик давно ходит в интернете. Возможно, вы его уже вязали, поэтому пишите в комментариях, что вязали, из какой пряжи, что у вас получилось, ну и ваши отзывы, пожелания, предложения. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте оставлять лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.